Ну, мне тяжело далась эта иммиграция. В первую очередь, потому что она для меня была неожиданной. Честно сказать, несмотря на то, что я о нем не жалею, я считаю его правильным и единственно возможным для меня, никакого оптимизма тут все равно я не испытываю вообще, потому что очень тяжело жить, во-первых, с пропавшим ощущением дома, не только в том смысле, что физически у меня больше, ну, как бы вот был дом там, а теперь дом здесь. У меня его нет как бы теперь вообще, потому что Грузия гостеприимная, очень красивая и прекрасная страна, но я не думаю, что когда-нибудь я уже там с моим статусом, в моем возрасте смогу стать ее частью настоящим. Мы, уехавшие из России, утратили вместе с этим и саму концепцию дома, потому что то, что там сейчас произошло, это уже как будто и не наш дом. Оно так изменилось само. Вот эта вот метаморфоза, которую я так люблю в литературе, в жизни не очень-то приятно выглядит, потому что вот у тебя был дом, а он вот такой взял и просто весь вывернулся наизнанку. И ты уехал, а куда тебе хотеть даже вернуться? Вот просто я скучаю по дому, я думаю, а что это вообще? Где? А как оно же сейчас вообще другое. Это уже не тот дом, того просто не существует больше. Поэтому вряд ли режим, можно надеяться, что сменится режим, и тогда мы тоже вернемся и будем там что-то дома строить. Но я не вижу ни одной предпосылки для скорой смены режима. Я вижу предпосылки к тому, чтобы страна снова захлопнулась. Ее, кстати, и снаружи очень старательно законопачивают, и изнутри она с удовольствием отгородится, и будет там вот это вариться в собственном соку этого ресентимента, чтобы спустя еще какое-то количество лет опять оттуда, и опять там что-нибудь кого-нибудь разбомбить, когда сил накопит. Но я не вижу, чтобы этот бульон как-то стал, чтобы рецепт его изменился. Пока он будет такой же. Поэтому возвращаться некуда. И язык стал как будто бы прям неприличным. Теперь ты как бы на русском языке, ты как бы на языке негодяев как будто бы разговариваешь. И пишешь тоже на языке негодяев. И сам месседж, посыл того, о чем я пишу, не совсем понятно, кому теперь нужно, потому что в России мои книги вряд ли будут дальше издаваться. За границей тоже вряд ли кто-то сейчас захочет зачем-то издавать российского автора. В общем, это как бы тоже такое... Я сама в пустоте, и что-то такое сочиняю куда-то в пустоту. Литература рассчитана все-таки на то, что она рассчитывает на то, что она будет воспринята все-таки очень малой частью популяции. Это всегда мало людей. Но важно, что эти люди есть, потому что когда наша реальность приближается к тому, что описано в антиутопиях, когда мир действительно начинает выглядеть похоже на то, как описано там, в 1984 или, не знаю, в «Скотном дворе», и когда мы чувствуем, что большой брат слишком уже начинает нас контролировать, допустим, или там еще какие-то симптомы вот этой антиутопической реальности, те люди, которые входят в процент читавших, узнают эти симптомы. И это очень важно, потому что если бы не были написаны эти книги, то мы бы не понимали даже приближения этого. То есть не было бы даже времени на минимальную подготовку, не было бы возможности хотя бы чуть-чуть заранее подумать, что теперь с этим делать. То есть эти книги, они не могут предотвратить наступление этого, но они могут предупредить заранее о наступлении этого. И мы же недаром, даже у нас есть обмен какими-то кодовыми словами именно из этих книг. То есть, допустим, вот я сейчас сказала «большой брат», и мы же понимаем, что я имею в виду, почему большой брат смотрит на тебя. Мы знаем, что это там цитат, и мы знаем, что она сразу обозначает и влечет за собой ассоциативный ряд. И есть таких, на самом деле, масса. Поэтому мне кажется, что вот эта функция писателя-фантаста как канарейки в шахте, просто писатель, написав, который пишет антиутопию, он дальше делегирует эту функцию вот этому маленькому проценту читателей. Они дальше несут это бремя канарейки. То есть писатель уже умер, допустим, книга осталась, и они, как
собственно, как в книге Брэдбери, они типа хранители этого. Все вокруг сжигают уже, может быть, эти истории. Они их хранят в памяти. И вовремя предупреждают. Они тоже становятся такими канарейками. Но понятно еще, что вот я про это много думала как раз, когда писала книгу «Посмотри на него», потому что она, по сути, о том же, о презрении к жизни. Ну, то есть как бы не уважают же не каждую жизнь. Тут важный такой момент. Эта система такая спартанская. Жизнь слабого не важна. Жизнь сильного, в общем, важна, потому что он полезен для этого. Ну, как бы он винтик, который приносит пользу. Он крепко сидит и держит там какое-то сочленение системы. Слабый винтик болтается, мешает, ненадежный. Лучше бы его вообще не было. Ну, как бы это не просто не ценно, это лишняя как бы история. Вот эти все больные младенцы, там несчастные женщины. Это такая система спартанская. Она, очевидно, с советских времен. Это вот такая вот имперская как раз... в общем, да, это как бы это наследие такой советской Спарты. Империи сильных, красивых, смелых людей, воинов, горнолыжников, там, ну, в общем, значит, которые с честью выносят все испытания. И она при этом встречается с такой аграрной, какой-то старой, деревенской еще русской, такой русским укладом, в котором вот это давлеет эта тема такое страстотерпие, терпение. Это как бы всегда положительное качество. И оно отлично фиксится одно с другим. Как бы, поэтому происходит такая вот селекция как раз в плане антиутопии удобных винтиков для системы. Они не возражают, они как бы сами себе не ценны, они готовы терпеть традиционно. Потом они готовы терпеть, чтобы чувствовать себя крутыми. Это новый, как бы, советская такая вот слой советский. И потом появляется вот это как бы, Россия, Советский Союз разваливается, Россия, наконец, хоть как-то вливается в международное сообщество, влияние, значит, и появляются новые генерации людей, которые вдруг начинают заботиться об инвалидах, о людях, там, о небинарных персонах и о слабых, о меньшинствах. Они воспринимаются как враги всей системы, как бы, потому что это большая, лязгающая, такая механическая штука, в которой совершенно не предусмотрены никакие места для слабых. Вот. То есть любой человек, он примерно одинаково устроен, но он должен, в смысле, ему повезло, если он живет в социуме, который настроен специально на то, чтобы как бы поощрять его гуманные качества и отрицательно реагировать на негуманные. Вот. Поэтому, к сожалению, в России вот эта надстройка, как бы те, кто правит страной, не занимаются этим, они занимаются скорее обратным. Ну, то есть как бы гуманные качества не поощряются, это считается слабостью. Это как раз как бы нежелаемый результат. То есть как бы у этого отрицательное подкрепление. Положительное подкрепление получают как раз совершенно другие качества. И это действительно происходит прямо с детского сада. В этой ситуации как бы вот есть власть, которая, вот у нее такая модель, есть общество, которое встроено в эту модель, и есть та самая, значит, интеллигенция, которая, как бы такая чуть в сторонке стоит и в ужасе, значит, за этим наблюдает. Как понятно, что если общество существует в таком закуклившемся виде, оно там внутри себя булькает как-то и создает свою собственную и довольно, наверное, скорее всего, уродливую систему, когда
эта куколка наконец разваливается, и существо, которое там образовалось, выходит в мир, оно смотрит там, а как тут, а как здесь, а как там, и все-таки усваивает какие-то чужие отчасти, чуждые ему, может, изначально, но как бы имеющиеся в природе другие типы поведения. То есть, грубо говоря, условно, революция инвалидов, которая давным-давно случилась в Европе, у нас только начиналась и так и не произошла. Она просто даже так и не произошла. У нас там появились какие-то волонтерские организации, довольно мощные движения, которые на горизонтальном уровне, не на государственном, в общем, осуществляли хорошую помощь людям там с какими-то особыми потребностями, детям с особенностями. И начался диалог этих организаций, значит, с государством. И государство уже почти в это включилось. Какие-то лесенки там, значит, стали строить для колясок, допустим. И даже уже обсуждали, не нужно ли в школах тоже сделать лифты для детей-колясочников. Вдруг им тоже надо в школу, а не только дома сидеть. То есть уже до такого дошли, но тут как бы вражеским оказалось все воздействие Запада, и эта риторика как бы силы, она вернулась. Может быть, еще с детьми-колясочниками еще хоть как-то можно, но, допустим, то, что случилось с ЛГБТ-сообществом, это просто это невероятно. Мне до сих пор сложно поверить в это, что это просто правда опять запрещенные люди, которых даже нельзя, не то что им нельзя там с ними общаться на равных, их нельзя упоминать, как будто их просто нет. То есть надо делать вид, и они должны делать вид, и мы должны делать вид, что их просто не существует как класса, или что если они есть, то это какой-то позор, болезнь. То есть просто как в глубоком совке, Советском Союзе. Настолько странно, что в современном мире возможна такая система, но надо же сказать, что подспудно это так и было всю дорогу. Никогда не были народ, он всегда был негативно настроен. Есть ощущение реально такого посмертия. Когда в очередной раз там кто-то из правительства России заговорил о ядерной бомбе, а они это делают регулярно, у меня как раз были друзья в гостях, и мы это стали обсуждать. А Лев, ему 7 лет, он, значит, это слышал, он очень забеспокоился. Он уже раньше тоже, он знает про эту ядерную угрозу. И он говорит, я буду собирать тревожный чемоданчик. То есть он собрал, не чемоданчик, а рюкзачок, фонарик там положил, консервы. То есть мне, конечно, тяжело на это смотреть, что мой ребенок собирает тревожный рюкзачок в Грузии. У него 2 страха. Одно, что Россия начнет ядерную войну, и все как бы погибнут. А другое, что нас Грузия прогонит, потому что он говорит, мы российские. Он даже не говорит, мы русские. Потому что мы, кстати, не русские. Самое еще в этом забавное, что у нас нет ни капли русской крови. Я еврейка, мой сын там наполовину еврей, на четверть латыш, на четверть грузин, кстати, потому что мой муж был наполовину латыш, наполовину грузин. Но я и мой муж продукты Советского Союза, мы абсолютно русскоязычные, и теперь мы как бы русские вдруг стали. А до этого мы, кстати, всегда были не русские. Но теперь мы там российские, и Лев боится, что Грузия нас прогонит, потому что, понятно, есть напряжение тоже большое в Грузии, между русским сообществом и Грузией, которая травмирована тоже как бы Россией довольно сильно. И поэтому он хочет иметь этот, значит, рюкзачок, но я поняла, что я была права, когда я увидела, что эта идея тревожного рюкзачка, она у него не только что появилась. Он это озвучил, но у него список был. Он сделал уже до этого список, он собирал по списку, он про это думал много. Он ходил в интернет там и читал статьи, то есть как бы он четко прямо раз, давай мне то, дай мне консервы, дай мне приправы, потому что когда ты выживаешь, нужно иметь много перца, чтобы, значит, еда не портилась. Курточку эту я возьму защитного цвета. Что-то еще он там забыла, правильно, батарейки. Забыла, что, такой нормальный себе рюкзачок стоит. И он поставил его у входной двери, потому что это правильно он тоже прочел. Ты же бежишь куда-то и хватаешь его в последний момент. Но теперь каждый раз, как я вхожу в квартиру и выхожу из нее, у меня такое моменто море. Этот рюкзачок стоит. И я помню, что
жизнь очень хрупкая штука. И реальность вот это, и дом, и понятие дома, даже временного.